Поэтому в 11 мы закончим. Hare मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः. So we were discussing about the solar system. Итак, мы разговаривали о Солнечной системе. So when we consider the sun and moon and earth and the other planets in the solar system, Когда мы рассматриваем Солнце, Луну, Землю, другие планеты этой Солнечной системы, relatively the sun is stable because around the sun you have all the planets moving around. Солнце кажется стабильным, стоящим на одном месте, потому что все остальные планеты вращаются вокруг него. But in fact, Но на самом деле the sun is also not stable Солнце не находится на одном месте, because потому что our sun is also going around another big center along with other suns. Totally there are 12 suns. Потому что наше Солнце вместе с другими солнцами других вселенных вращается вокруг более великой звезды, а этих солнц, вращающихся вокруг более великой звезды, 12. And these 12 suns, they keep going around another big center. И эти 12 солнц вращаются вокруг одного центра, великого центра. And still another 12 suns keep going around another center, another big center. И этот великий центр с другими еще 11, то есть все в целом 12, вращаются вокруг еще более великого центра.
So you cannot imagine the magnitude of all this. И человеческим умом очень трудно представить величие всего этого круговорота творения. So 12 suns. Итак, что из себя представляет 12 солнц? So the formula is 7 plus 5. Формула это 7 плюс 5. So what is this formula, this 7 plus 5? И что это подразумевает, эти 7 плюс 5? So there are 7 bigger suns Существует 7 более, больших по величине и по величию солнц. They are called the masters. Их называют учителями. And there are 5 relatively smaller suns who are the disciples. И есть 5 меньших солнц, которые называются учениками. So these disciples, these 5 disciple sons, Эти 5 солнц учеников, they constantly receive the light of wisdom from these masters. They receive their light from the masters. постоянно получают от более великих солнц, от 7 более великих солнц, от мастеров, от учителей, получают свет знания. And then in each of these 5 sons who are disciples, И в каждом из этих 5 солнц, которые являются учениками, so each one of these 5 forms the center of one solar system. у каждого из них есть своя солнечная система, то есть они все, каждый из этих 5 меньших солнц учеников являются центрами своей Вселенной, своей солнечной системы. So this, each sun of each solar system, so he is, because he is along with the masters, he is going around a big center. So during this process, each of these 5, they are constantly receiving the wisdom of the light and yes. И вот эти вот 5 солнечных систем, которые возглавляют вот эти маленькие солнца ученики, они вместе с другими 7 более великими звездами, великими солнцами, они вращаются вокруг более великого центра, и в ходе этого кругооборота они постоянно получают мудрость от более великих солнц, 7 более великих солнц. So these 7 Эти 7 master sons, эти 7 солнц учителей, мастеров, since they are gurus to these disciples, так как они являются гуру к своим ученикам 5, constantly they keep initiating their disciples. они постоянно инициируют своих учеников. То есть инициируют знанием. So it is the transmission of the light of the wisdom. И эта инициация, это передача света мудрости. And these 7, И эти 7, who are they? They are the members of the great bear. это 7 звезд Большой Медведицы. You know, when you observe Когда вы night in the смотрите sky, на небо ночью, then you can see вы можете Great Bear, увидеть stars of- созвездие Большой Медведицы, so each star of this которое great bear состоит из 7 звезд, и is каждая very huge suns. звезда этого созвездия является огромным солнцем, огромным по сравнению с нашим солнцем. Many times bigger to our sun. Во многие разы больше, чем наше солнце.
So these masters and these disciples together, they are 12, and these 12, Итак, учеников и учителей вместе солнц, их всего 12. so these 12, И эти 12, they keep revolving around bigger center. они, как мы уже сказали, вращаются вокруг большего центра. So like this you have groups of 12 and 12 suns like this. И в каждой системе вокруг более великих солнц, вращающихся, там есть вот такая, ну то есть эта формула одна и та же. Там всегда есть 12 солнц, 12 планет, которые играют роль центра. And this this phenomenon of going around another big center, in this phenomenon there is a process of progressive evolution of each solar system. И вот этот вот сам процесс вращения вокруг более великой звезды, он составляет из себя как бы механизм эволюции более высоким и высоким слоям. So gradually, more and more, these 5 get evolved to their state, and that is a process, because Это такой процесс, когда вот эти 5 учеников, они все более и более великими становятся, они приближаются по своему величию к 7 мастерам. so in the Vedas, Они возвышаются в своей эволюции. therefore there is this formula И в Ведах дается формула, for the groups of devas who are working. которая рассказывает нам о группах, главных группах девов, от группах главных девов. One group of devas on the higher plane, На высшем уровне, значит, одна группа называется they are called Adityas. Адити, Adityas. Адити. You are trying to make it stable. Возьмем мне тетрадь. Even our sun also is not stable. The sun of our solar system himself is not stable. Как же мы найдем стабильность, если даже Солнце нашей системы нестабильно? В прошлый раз ум был нестабилен, в этот раз даже Солнце нашей системы нестабильно. And so these Adityas, Адити, these are 12 in number. их 12. Их количество 12. So each number has its significance. That is what we study in the Vedic science. В ведических науках мы узнаем, что любое число этой Вселенной является символичным, имеет свой символизм. These Adityas, we have to understand that they are the lords of radiation. Мы должны понимать, что Адити это боги излучения. They constantly Они постоянно, radiate the light which they receive from the higher sources. их задачей является постоянное излучение света, которое они сами получают от более высоких источников света. Always we have to remember Мы that it всегда is, должны помнить, this radiation is что это излучение, through them. это не их собственное излучение, это излучение более высокой звезды, которое проходит сквозь них, которое мы можем получить благодаря вот тому, что So они передают это излучение. the source of light is, Источник света. to us it appears that the source of light is our sun. Нам кажется, что источник излучения это наше Солнце. But in fact, Но на самом деле
our sun is like a lens. А наше Солнце является своего рода линзой. You see, when you make a light pass through a lens, then the light expands, spreads. Вы же, наверное, делали, если вот обратной стороной линзы, обратную сторону линзы поставить под луч Солнца, то мы увидим, что лучи, свет расходится, рассеивается. So therefore, these suns are to be remembered as the lords of radiation. Нужно запомнить, что эти Солнца, Адити, они являются богами излучения. Because we cannot comprehend the whole of the solar systems, but let us now try to understand how is the arrangement in every solar system. So our solar system. Нам трудно понять все величие космического, так сказать, устройства, мироустройства. Поэтому давайте поймем, что происходит в нашей Солнечной системе, потому что везде происходит так же. And the next group of devas, следующая группа девов, in another level of consciousness, на другом уровне, на следующем уровне сознания, they are called Rudras. Называются Рудры. Адити это 12 солнц. Следующая группа Рудры. Ну, Адити это не девы. Почему это девы? Это 4 группы девов. Первая группа девов это Адити. Их 12. Первая группа девов это боги излучения. Их 12. Следующая группа Рудры. So these Rudras are called the lords of vibration. Их называют богами вибрации. This is the plane of radiation, this is the plane of vibration. Соответственно, план Адитиев – это план излучения, план Рудр – это план вибрации. And these are 11 in number. Их 11 по количеству их. And the next plane of this is what is called the plane of materialization. Следующий план, уже более плотный, его называют планом материализации. And here in this plane you have another group of devas called Vasus. И на этом плане мы находим еще одну группу девов, которых называют васусами, которым мы каждый день многократно упоминаем. They are called the lords of materialization. Их называют богами материализации. There are 8 in number. Их 8 штук. Now also you know why they are called Adityas, why this name is given. Теперь давайте поймем по именам. Почему Адитья? What is meant by Aditya? Что значит Адитья? Aditya means the son of Aditi, the one who has come into existence from Aditi. Адитья – это сын Адити. То есть это тот, кто произошел от Адити. Because each of the devas, they have also their father and mother. Потому что у всех девов есть их отец и мать. So, Aditi is the mother of Adityas. So that Адити была матерью Адитьев. who is this Aditi? Кто она такая? She is what we know as the infinite space.
Адити – это бесконечное пространство. So all these are coming out into manifestation from Aditi. Все они пришли к существованию из пространства, от Адити. Пространство родило их, значит, оно их мать. And why these are called Rudras? А почему рудры называются рудрами? In Sanskrit, На санскрите Rud means to cry, that means to make sound. Руд означает издавать звук. So, since they are the lords of vibration, because of this vibration, there is this emanation of the sound in the space. Они боги вибрации, они отвечают за вибрации, и именно благодаря вибрации происходят все звуки Вселенной. So this phenomenon of vibration is responsible for the formation of what we know as atoms. А феномен вибрации ответственен за происхождение того, что мы называем атомом. And so these Rudras, they are responsible for all these various phenomena that we see in this creation, in our life, everywhere in this nature. И рудры ответственны за все феномены, которые происходят во Вселенной. So the Rudraksha. yes, Rudraksha has this Rudraksha is a tree. This tree of Rudraksha. Про Рудракшу спросил Рави. Рудракша – это священное дерево. It is connected very much to the energies of Rudras. That is why it is called Rudraksha. Это дерево очень сильно связано с энергией Руд, поэтому его называют Рудракша. Главный Руд без Шива. In the Vedas, in Yajurveda, there is a sukta called Rudra Sukta. А в Яджур-веде находится шукта, который называется Рудра-шукта. This Rudra Sukta explains us all the various phenomena that are governed by Rudras. И в Рудра-шукте объяснены очень многочисленные различные феномены, которые происходят благодаря Рудрам. So all these phenomena are the various phenomena that are occurring and that is happening in our life itself. So those who have learned Rudra Sukta, they knew already this. Все это многообразие явлений, которые происходят, они происходят именно с нами, с самими. И за них ответственны Рудры. Since last some years we И have мы это знаем уже те, которые ездят studying в Индию на семинары, потому что мы уже в течение многих лет изучаем содержание Рудра-шукты. Then what is meant by Vasu? А далее, что означает Васу? Васусы. Vasu means, you know, Что такое Васу? Vasa means the place of dwelling. Васа – это место пребывания. This house we have, now at present we have, our place of dwelling is this house. So this is our nivasa. Например, вот это здание, в котором мы сейчас находимся, для нас сейчас это Васа.
So the science which is connected to the place of, about the place of dwelling, how to arrange the place of dwelling, that science is called Vastu. That is why it is called Именно Vastu. поэтому та наука, которая говорит о том, как нужно организовать все в месте пребывания, называется васту от того же корня. So our the soul, which is our real existence, is coming from the sun. Наша душа, которая является нашим истинным существованием, она происходит от Солнца. And then the experience and the intelligence and all these things are because of the vibratory activity in Rudras and various functions in us. А все феномены все явления проживания, как бы жизни, движения, они происходят от рудр, от колебаний и вибраций. And the material body, because the body is the dwelling place for us, the body is like a house. А материальное тело, которое является нашим местом пребывания, ну то есть местом пребывания души, оно зависит от васусов. So Vasusa, these are the devas which make the physical matter. И эти девы, васусы, они ответственны за создание физической материи, So в therefore которой мы пребываем. they are lords of materialization. Поэтому их называют богами материализации. So the matter of our earth is also formed because of their activity. И материя нашей Земли, она тоже произошла благодаря их деятельности. So sun, Как результат их moon деятельности. and earth, once again. Итак, еще раз, Солнце, Луна и Земля. So we have correspondingly, we are essentially the soul, and then we have the mind, and we have the body. Этому соответствует наша, так сказать, вот триединая суть. Это Солнце, душа, Луна, ум и Земля, тело. When we speak of the soul, we should not say that, one should not say that I have a soul, I am the soul. И когда мы говорим про душу, неправильным выражением является «у меня есть душа», а правильным выражением является «я есть душа». We can say that I have the body, I have Мы можем senses, сказать, что у меня есть тело, I у have меня mind. есть чувства, у меня есть ум, I have intelligence, у меня есть разум. but I am the soul. Но мы не можем сказать, что у меня есть душа, потому что мы сами являемся только душой, ничем иным. Именно душа имеет ум, тело, чувства и прочее, как инструмент. And there are two other devas. Есть еще два вида дев. They are the twin devas. Есть девы, которых всего двое, и они близнецы. They are called Aswins. Их называют ашвинами. So they are two in number Их всего двое, because they are twins. потому что они двойняшки, близнецы. Somebody may question sometimes when we are studying all this, somebody may think that why should we know all these things? Кто-то из вас или из нас может спросить, наверное, а зачем нам все это знать вообще? Because we are normally living, we are Мы eating, we are живем, и, в drinking. общем, без всякого этого знания ничего от нас не What будет. happens if we don't know all these things? Что произойдет, если мы все это не будем знать сегодня? Nothing will happen. Так вот, от видимости ничего не произойдет. By knowing all these things, the devas are not specially benefited. Потому что если вы будете знать все это, девы как-то по-особенному к вам относиться не будут. The only difference is, it is just like a difference between a man, a person who is awake and a person who is sleeping. То есть единственная
Единственная разница между теми, кто пытается познать это, и теми, кто не интересуется этим, это разница между спящим и проснувшимся человеком.